Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И сегодня я хочу вас познакомить с очень интересным и уникальным приложением для мониторинга сна и для того, чтобы вас будили вовремя. И это на самом деле не будильник по сути, ну или вернее будильник, но тот будильник, который действительно вовремя. И уже та пословица, которая существует там, «встал не с той ноги», для вас актуальной не будет. Так, ладно, ну и теперь к приложению. А приложению, вот оно, иконочка, видите, у него вот такая вот с постелькой типа. Вот оно. Его нажимаем, открываем. И, слава богу, разработчик этого приложения русский. Включил русский язык с последней версии обновления, это 1.9. И, естественно, все настройки, все на русском. Ну и теперь немного об этом приложении. Что же это за приложение? А дальше уже как его настроить. Так что, поехали! Так, что значит? Версии 1.9 новый алгоритм сна и оптимизированный движок. Что это значит? Значит, давайте мы с вами маленечко разберемся, и я вам маленько об этом приложении прочитаю. Значит, приложение вообще, призовое приложение, которое поможет вам максимально использовать ваш сон. Он проанализирует ваши циклы сна и разбудит вас в идеальный момент. Ну, другими словами, есть несколько циклов сна, а по-моему 5, как говорит это данное приложение. И, значит, что происходит? Приложение это вычисляет, когда вы вот уже как бы вот почти вот проснулись, но еще совсем не проснулись, короче, эти циклы постоянно меняются в течение вашего сна, и просто часики вычисляют этот момент, когда у вас не глубокий сон, да, что вас разбуди, и вы потом будете в таком мрачном состоянии, а что именно вот сейчас вот тот самый сон, в который вас можно разбудить, другими словами. Смотрите, вот при использовании Samsung S-Health это может вам получить лучший опыт сна. Подробное отслеживание сна и оптимальное время пробуждения именно по этой причине. Да? Сон разделен на стадии, характеризующиеся различными уровнями активности мозга. На этапах глубокого сна активность мозга очень низкая, поэтому если вы проснулись на этих этапах, вы почувствуете смущение, усталость и так далее и тому подобное. С другой стороны, после этапа глубокого сна мозг функционирует точно так же, когда проснулись. Ну и, естественно, если вас разбудить в этот момент, вы будете, ну, бодрыми такими, короче говоря, или готовыми к пробуждению. Вы можете выбрать здесь сложность сна и так далее и тому подобное. Ну и давайте теперь к настройкам. Вот сам, вот такой вот интерфейсик небольшой. Статистика здесь есть. Вы нажали, он показывает, когда вы спали. Вот последний мой цикл. И здесь есть вот график. Значит, я понимаю, так, самый высокий это глубина сна. Вот, видите? И самый низкий это вот как раз таки тот вторичный, так скажем, сон. И каждый день расписан, видите, циклы здесь все эти. Пожалуйста, как я спал, хорошо или нехорошо. Здесь показано вот циклов всего 2 у меня было глубокого сна. Почему-то, да, плохо спал. А вот здесь, допустим, у меня 5 циклов, 4 цикла. Да, 4 цикла, это 4 цикла глубокого сна, короче. Другими словами, плохо спал. Хорошо, когда 5 циклов. Вот, допустим, здесь у меня 5 циклов, видите. Это говорит о том, что сон был мой хороший сон, глубокий сон. И я в этот день хорошо отдохнул. Что мы, значит, делаем с вами? Нажимаем настроечки и здесь выбираем режим. Есть полный, есть простой режим отслеживания. Ну, лучше, конечно, выбирать полный. Потом сигнал. Это сигнал пробуждения. Тихий или громкий. Дальше настройка сна. Смотрите, разбудить до. У меня написано до 8:00, потому что иногда, ну, я встаю на работу в 8 и к 9 мне на работу надо. Ну и дальше засыпаю я через сколько? Примерно после того, как ложусь. Обычно это минут 5. Но я ставлю на всякий случай 10. Вообще приложение, оно само отслеживает, когда я засыпаю, и уже начинает
как говорится, мониторить. Все, видите, вот здесь вы можете прибавить или убавить этот сон. Также и заменить будильник, когда вы хотите. Все, когда вы эти настроечки сделали, выходите и просто нажимаете сон. И здесь уже у вас менюшечка, что где и как. Нажали старт. Он не высвечивается, у него нет никакого, как скажем, он начинает отслеживать сперва экранчик, видите, как начинается там, сейчас, минуточку, сейчас одену, чтобы лучше показать, продемонстрировать, так скажем, все это дело. Все. Так, отслеживание. Я ему даю разрешение. И вот. Нажимаю сон. Старт. Все пошло. Отслеживание. И он уходит. Все, его не видать. Все. Он работает. Начинает отслеживать. И все. И потом уже отследит, когда я усну. И разбудит меня. Ну, обычно меня будет где-то минут, может быть, 5-9. Но обычно раньше того времени, которое поставлено. В данном случае, ну, без 10, без 5, 8, может еще чуть раньше, если отследит достаточно, так скажем, лучший параметр моего сна. И все. Ну, приложение действительно отличное. Стоит оно 129, по-моему, рублей. Но оно стоит своих денег, я вам скажу, реально. Более подробную информацию даже о том, где взять данное приложение, кроме как Galaxy Story, пожалуйста, в группе Telegram будет вся инфа по этому вопросу. Ну а вам, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.